Операция «Свобода». Дональд Трамп объявил, что американская сторона поможет освободить суда, заблокированные в Ормузском проливе. Ограничить уровень обогащения урана до 3,5%. Иран согласился включить вопрос ядерной программы в повестку переговоров с Вашингтоном. В ближайшие месяцы цены на нефть начнут существенно снижаться. Прогноз от министра финансов США. Москву атаковали беспилотники. От Кремля до поврежденного дроном дома на Мосфильмовской меньше 6 километров. Саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Кто приехал, какие вопросы планируют обсудить и почему в Кремле так нервничают. Фридрих Мерц прокомментировал вывод войск США из Германии и объяснил, почему это не стало для него сюрпризом. В Индии слон устроил погром во время церемонии в храме. Усмирить животное не могли более 2 часов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона с утра понедельника приступит к оказанию содействия в освобождении судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social. Эта операция уже получила название Project Freedom. Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в ближневосточный конфликт, разворачивающийся столь открыто и жестоко, обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их корабли, застрявшие в Ормузском проливе. Дело, к которому они не имеют абсолютно никакого отношения. Они всего лишь нейтральные и невинные наблюдатели. Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим странам, что безопасно выведем их корабли из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и эффективно заниматься своими делами. Повторюсь, это корабли из регионов мира, которые никоим образом не связаны с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы освободить их корабли. Их корабли и экипажи благополучно покинули пролив. Во всех случаях они заявили, что не вернутся, пока район не станет безопасным для судоходства и всего остального. Этот процесс, проект «Свобода», начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. Я прекрасно понимаю, что мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех. Перемещение кораблей призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые абсолютно ничего плохого не сделали. Они являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока, но в частности Ирана. На многих из этих кораблей заканчиваются запасы продовольствия и всего остального, что необходимо для того, чтобы многочисленные экипажи могли оставаться на борту в здоровых и санитарных условиях. Я думаю, это станет большим проявлением доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев. Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будет препятствовать, с этим вмешательством, к сожалению, придется бороться силой. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Иран скорректировал свою позицию и согласился включить вопрос ядерной программы в повестку возможных переговоров с Соединенными Штатами. Как сообщает Аль-Арабия, об этом сообщили источники телеканала. По их данным, Тегеран отказался от ряда прежних предварительных условий и теперь предлагает обсудить ограничение уровня обогащения урана до 3,5%, а также поэтапное сокращение уже накопленных запасов обогащенного урана. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что первоначальное предложение Тегерана предполагало в первую очередь восстановление судоходства в Ормузском проливе и прекращение военно-морской блокады Штатов, тогда как ядерная тема должна была обсуждаться позднее. Однако, согласно новым данным Аль-Арабия, Иран готов вынести ядерный вопрос на переговорный стол уже на нынешнем этапе. Кроме того, Тегеран предлагает поэтапно открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. Источники также сообщили, что Иран отказался от требования о выводе американских войск из региона. Вместо этого Тегеран настаивает на прекращении военного наращивания Штатов у своих границ и получении международных гарантий от возможных будущих атак. Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не ознакомился с точной формулировкой иранского предложения, однако, по его словам, вряд ли согласится с ним, поскольку Тегеран еще не заплатил достаточно высокую цену. Известный 45-летний активист и отец двоих детей Гвидо Райхштаттер поднялся на вершину моста в столице Соединенных Штатов, чтобы оттуда предупредить мир о неминуемой опасности.
Он разбил лагерь на высоте 50 метров. Полиция округа Колумбия и тысячи пользователей сети X наблюдали за этим событием. Таким образом, мужчина протестует против глобального конфликта с Ираном и искусственного интеллекта, призывая американцев к ненасильственному сопротивлению. Активист поднялся на высокий мост памяти Фредерика Дугласа в Вашингтоне, установив небольшую палатку на вершине в знак протеста. Полиция и спасатели вели переговоры с мужчиной, уговаривая его спуститься. Он лишь сбросил по дороге обувь и носки, чтобы было легче подниматься по металлической конструкции. Прошел день, а ситуация не изменилась. Активист оставался на мосту, развернув черный баннер с надписью «End War». Сначала движение по мосту было полностью перекрыто. Сейчас полиция восстановила движение транспорта. Я здесь, потому что в пятницу Гвидо, стоявший здесь, на этой арке, совершил свободное восхождение на нее в знак протеста против войны с Ираном, а также, как он сказал, против искусственного интеллекта. А я протестую против войны с Ираном с самого ее начала, кажется, с 28 февраля. Так что это показалось мне вполне логичным. Я пришел вчера днем и пробыл здесь около 3 часов, а сегодня со мной пришли мои товарищи. Мы здесь, чтобы поддержать его в этом протесте. Я здесь сегодня, чтобы выразить протест и привлечь внимание к незаконной войне, развязанной против Ирана Соединенными Штатами по просьбе Израиля. И чтобы сказать, что мы против этого, и, как американцы, мы не хотим, чтобы наши налоговые деньги финансировали эту незаконную войну. Я понимаю цель протеста, учитывая все, что происходит в этом мире, в обществе и в политике. Я думаю, что многие американцы, я не скажу, что очень многие, но есть люди, которые сочувствуют палестинскому народу. Есть люди, которые сочувствуют людям в Иране, где происходят события. И не все полностью согласны со всем происходящим. Цены на нефть начнут снижаться в ближайшие 3-9 месяцев, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В интервью Fox News он заявил, что этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего Эмираты, вероятно, существенно увеличат объемы добычи. То есть, другими словами, больше нефти на рынке. Это простые спрос и предложение. Вы думаете, что это поможет? Аргумент в пользу цен на нефть. У вас есть Эмираты, которым больше не нужно соблюдать квоты ОПЕК. Они выведут больше нефти на рынок, и это добавит нефти на рынок, чтобы снизить цену. Так что вы думаете, цены на нефть будут ниже до промежуточных выборов? Я думаю, это уже видно по фьючерсному рынку. Цены на нефть ниже в прогнозах на 3, 6 и 9 месяцев вперед. Но опять же, знаете, Мария, в Персидском заливе ждут сотни нефтяных танкеров, чтобы выйти. Штаты блокируют только иранские суда, и вы знаете. Но я не удивлюсь, если вскоре мы увидим выход большего числа этих танкеров. Иранцы сейчас напоминают мне комедийных неудачников и багдадского Боба. Тогда, во время войны в Ираке, был парень, который как бы нес чепуху, пока танки ездили вокруг позади него. И знаете, иранцы такие же. Они не взимают пошлины в проливе. Вы знаете, мы думаем, что они получили менее 1,3 миллиона в виде пошлин. Что является жалкими крохами по сравнению с их прежними ежедневными нефтяными доходами. И знаете, их нефтяная инфраструктура начинает скрипеть, ее не обслуживали, опять же, из-за наших многолетних санкций против них. Они быстро заполняют хранилища, и когда это произойдет, им придется начать останавливать скважины, что, как мы думаем, может случиться уже на следующей неделе. Израиль одобрил крупную сделку по закупке у Соединенных Штатов новых эскадрилей боевых самолетов для укрепления воздушных сил. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что это приобретение обеспечит подавляющее воздушное превосходство Израиля в регионе и позволит Израилю достичь любой точки в небе Ирана. Закупаются 2 новые эскадрильи американских истребителей F-35 Lockheed Martin и F-15 Boeing. Сделка оценивается в десятки миллиардов шекелей. В пакет входят не только сами самолеты, но и расходы на их интеграцию, техническую поддержку, запасные части и логистику. Израиль сильнее, чем когда-либо, и Израиль всегда должен быть значительно сильнее наших врагов. Поэтому я выступаю за 2 принципа – укрепление и независимость. Что касается укрепления, мы приобретаем 2 эскадрильи современных самолетов F-35 и F-15.
Эти самолеты укрепляют подавляющее превосходство Израиля в воздухе, превосходство, доказанное в операции «Восходящий лев», и теперь в операции «Рычащий лев». Наши пилоты могут достичь любой точки иранского неба, и они готовы сделать это, если потребуется. Что касается независимости, я направил инвестиции на развитие собственных производственных мощностей по выпуску боеприпасов. В течение следующего десятилетия мы добавим 350 миллиардов шекелей в оборонный бюджет для производства этих боеприпасов здесь, в Израиле, и не будем зависеть от ресурсов за рубежом. Одновременно мы будем разрабатывать новаторские самолеты израильского производства. Это полностью изменит ситуацию. Двое военнослужащих США пропали при невыясненных обстоятельствах в субботу, 2 мая, во время учений «Африканский лев» в Марокко. По данным марокканских источников, они находились в районе скалистой местности в пустынной зоне. В поисках продолжают участвовать военные из десятков стран, задействованных в учениях. Марокканская армия уточнила, что военнослужащие пропали в районе учебного полигона Кап-Драа, расположенного неподалеку от города Тантан, вблизи побережья Атлантического океана. Местность представляет собой сочетание горного рельефа и пустынных участков, включая полупустынные равнины. Армия США не уточнила принадлежность пропавших военнослужащих к конкретным родам войск, однако подтвердила, что участвующие страны начали поисково-спасательные мероприятия. Позднее представитель американских сил безопасности сообщил, что, по предварительным данным, исчезновение 2 солдат не рассматривается как связанное с террористическими действиями, и, вероятнее всего, они могли упасть в океан. Инцидент произошел во время учений «Африканский лев», которые Штаты ежегодно проводят в Африке. В нынешнем этапе участвуют около 7 тысяч военных из более чем 30 стран. В Ереване 4 и 5 мая пройдут саммит Европейского политического сообщества и первый двусторонний саммит ЕС – Армения. На мероприятие приглашены 48 глав государств и правительств. Одной из главных тем саммита станет вопрос безопасности. Будут обсуждаться пути укрепления оборонной и кибернетической устойчивости, усиления защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам. Отдельное внимание будет уделено информационным манипуляциям, в частности тем, что могут влиять на результаты выборов и механизмам их нейтрализации. Участники также намерены затронуть вопросы глобальной устойчивости, реагирования на войны, пандемии и миграционные вызовы. Саммит в Ереване также рассматривают как возможность подчеркнуть геополитические изменения на Южном Кавказе и говорить о перспективах мирных соглашений в регионе. В столицу Армении уже прилетели председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, президент Европейского парламента Роберто Меццола и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Кроме того, в Ереване находится премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Молдовы Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский и другие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поехал на форум. Баку заявляет об известных причинах, включая отсутствие подписанного мирного договора с Арменией и занятость в других переговорах. По понятным причинам нет на саммите и представителей России. Армения длительное время считалась одним из ближайших союзников России на постсоветском пространстве. Страна входит вместе с Россией в Организацию договора о коллективной безопасности ОДКБ и Евразийский экономический союз. На территории Армении в городе Гюмри расположена российская военная база. Сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает за сближение Еревана с Евросоюзом, что вызывает раздражение Кремля. В Москве беспилотник попал в жилую высотку на Мосфильмовской улице, одном из районов, расположенных вблизи ключевых государственных объектов. По данным украинских и международных СМИ, удар пришелся по верхним этажам здания. Зафиксированы повреждения фасада, выбиты окна, частично разрушены балконы. Очевидцы сообщали о взрыве и вспышке непосредственно перед попаданием. На опубликованных кадрах видно следы удара и повреждения внешней части дома. Официально власти заявили, что пострадавших нет, однако жильцов верхних этажей эвакуировали. На месте работали экстренные службы, территория была оцеплена. Мосфильмовская улица находится примерно в 6-7 километрах от Кремля и недалеко от комплекса зданий Министерства обороны России. Этот район считается одним из наиболее охраняемых в столице. Инцидент произошел на фоне усиленных мер безопасности перед 9 мая. Власти ранее объявили об отмене или сокращении парадов в ряде регионов. А в Москве и Санкт-Петербурге, по данным СМИ, мероприятия пройдут без военной техники. Также ожидаются ограничения мобильной связи и усиление работы систем ПВО. В ряде городов акция «Бессмертный полк» переведена в онлайн-формат
Власти Швеции объявили о задержании танкера «Джин Хуи», который находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины. Утверждается, что сирийский флаг, под которым идет судно, ложный. Задержание судна произошло в территориальных водах Швеции, когда танкер пытался войти в Балтийское море. Власти Швеции считают, что судно входит в теневой флот Российской Федерации. Судно поставили на якорь в порту города Трелеборга, пока продолжается расследование. Предположительно, оно разгружено. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване накануне саммита Европейского политического сообщества. Как сообщили на Даунинг-стрит, стороны обсудили ситуацию на фронте и текущую динамику боевых действий в Украине. Отдельное внимание лидеры уделили расширению сотрудничества в сфере оборонной промышленности с европейскими партнерами. Стармер и Зеленский подчеркнули необходимость продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Как всегда, я выражаю поддержку Соединенного Королевства Украине и украинскому народу и приветствую неизменную храбрость и отвагу как на передовой, так и среди мирного населения. Каждый раз по всему Соединенному Королевству мы думаем об Украине, мы думаем о передовой и мирном населении. Поэтому мы с вами. Мы готовы завтра вместе с большей группой проделать необходимую работу по оказанию вам необходимой поддержки, необходимого давления на Россию, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир, тот, который подходит Украине. Благодаря вашей санкционной политике вы подаете пример. Отличный пример. Всем странам, участвующим в программе «Теневой флот». И я думаю, что сейчас очень важно его заполнить. И я думаю, что российская экономика это чувствует, особенно в этом году. И мы также благодарны вам за все ваши учебные миссии для наших солдат, и все эти решения очень-очень полезны. И наши шаги в сотрудничестве, совместном производстве беспилотников. Я думаю, у нас было хорошее начало, и спасибо за военную и финансовую поддержку, и наилучшие пожелания и благодарность Его Величеству за решительные слова в Соединенных Штатах, за поддержку нашего народа. Еще раз спасибо. Канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD заявил, что решение США вывести более 5000 военнослужащих из ФРГ не является неожиданным и не меняет общей линии сотрудничества между союзниками. По его словам, речь идет о временном контингенте, размещенном еще при администрации Джо Байдена, а обсуждение его сокращения велось заранее. Мерц также подчеркнул, что этот шаг не повлияет на американские гарантии безопасности и систему ядерного сдерживания НАТО в Европе. При этом канцлер отметил, что, несмотря на разногласия с Дональдом Трампом по отдельным вопросам, Штаты остаются ключевым партнером Германии в Альянсе. Мы пытаемся работать вместе, чтобы решить проблему, используя различные доступные нам варианты. И во время моего последнего визита, а также в наших телефонных разговорах, я постоянно говорил ему, что эта война сейчас оказывает значительное воздействие на нас, что мы хотели бы, чтобы она закончилась, и что мы также предлагаем помощь. Мы это тоже организовали. Я помогал организовывать это в рамках европейского подразделения НАТО, в рамках Евросоюза. Ему бы понравилось, если бы вы предложили помощь прямо сейчас. Тогда, возможно, он не был бы так зол. Но я ему и это сказал. Я сказал ему, если вы хотите, чтобы мы вам помогли в таком конфликте, позвоните нам заранее и спросите. В этом отношении это сложная ситуация. Я надеюсь, что мы сможем найти выход из этой ситуации. В любом случае, я остаюсь при своем фундаментальном убеждении, что трансатлантические отношения имеют огромную ценность для всех нас. Я должен признать, что американский президент придерживается иной точки зрения по этим вопросам, чем мы. Но это не меняет того факта, что я по-прежнему убежден, что американцы являются для нас важными партнерами, самыми важными в Североатлантическом альянсе, и что у нас есть общие интересы в том, чтобы Европа и Америка работали вместе над прекращением этого конфликта, а затем, например, над прекращением конфликта войны в Украине, чтобы обеспечить совместные гарантии безопасности для Украины. Мы уже многого добились вместе в этом отношении. У нас разное видение этой войны. Это не секрет, я не одинок в этом. У нас общая цель, и эта цель должна заключаться в следующем. Ирану нельзя позволить завладеть атомной бомбой, и именно этого мы добиваемся вместе. Дональд Трамп объявил, что выведет 5000, а то и больше, военнослужащих из Германии. В Европе находится контингент американских солдат, которых Джо Байден временно разместил здесь.
Разговоры об их выводе ведутся уже довольно давно. Мы также получили от Джо Байдена обещание, что получим ракеты «Томагавк». Дональд Трамп никогда этого не повторял. Он еще не дал нам такого обещания. Так что не все, что мы слышали в последние несколько дней, на самом деле ново. Возможно, это немного преувеличено, но ничего нового. Он снова пригрозил ввести более высокие пошлины. 25% пошлина на автомобили из ЕС, которая должна вступить в силу уже на следующей неделе, на самом деле должна была составлять 15%. У вас создается впечатление, что Трамп хочет нацелиться именно на Германию, потому что мы пострадаем особенно сильно? Он хочет обратиться ко всей Европе. Честно говоря, он справедливо немного разочарован тем, что мы в Европейском Союзе до сих пор не пришли к соглашению по Тернберри, которое было заключено в августе прошлого года в Шотландии. В Европейском парламенте до сих пор существует сопротивление этому соглашению. Его даже можно немного понять. Я бы сказал, что он начинает терять терпение, потому что в августе прошлого года мы достигли соглашения с Америкой о заключении таможенного соглашения, а с европейской стороны постоянно выдвигаются новые условия, а мы его так и не подписали. Американцы его завершили, а европейцы нет. И поэтому я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения здесь как можно скорее. Основатель левой партии «Не подчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году. Об этом он сказал в эфире телеканала «Терган». Политик отметил, что его главным соперником станет кандидат от правой партии «Национальное объединение», либо лидер партии Жордан Барделла, либо глава парламентской фракции Марин Ле Пен. На последних выборах Меланшон набрал в первом туре 22% голосов, занял третье место и не прошел во второй тур, уступив Ле Пен и Эммануэлю Макрону. Действующий президент не сможет баллотироваться снова. Его полномочия ограничены 2 сроками. 74-летний Меланшон на протяжении десятилетий является видной фигурой французских левых. Занимал министерские посты в прошлых правительствах, будучи членом социалистической партии. Меланшон выступает за демонтаж Пятой Республики, создание Шестой Республики с расширенными полномочиями парламента и уменьшением власти президента. Он поклонник экономического радикализма, предлагает резкое повышение минимальной зарплаты, снижение пенсионного возраста, введение 100% налога на доходы свыше определенной суммы и массовую национализацию. Вы кандидат на президентских выборах. Да, я кандидат. Если хотите, то именно контекст и срочность определили решение нашей организации «Непокорная Франция». Мы вступаем в очень бурный период мировой истории. Нам угрожает широкомасштабная война. Нам угрожает резкое изменение климата, которое вот-вот произойдет. И кроме того, надвигается экономический и социальный кризис. Поэтому, столкнувшись со всем этим, мы должны не просто реагировать, а использовать каждый кризис как возможность для страны выжить. В штате Керала, Индия, разъяренный слон устроил погром на территории индуистского храма Махавишну. Слона привезли в храм для участия в церемонии благословения. Из-за стресса и шума животное разорвало цепи и начало крушить все вокруг. В частности, слон переворачивал автомобили, скутеры и повредил стену одного из домов. Вследствие инцидента погиб водитель грузовика, который доставил слона к храму для участия в церемонии. Усмирить агрессивное животное удалось только после применения транквилизаторов. Еще один инцидент с нападением слона в Керале, в результате которого в пятницу погиб погонщик, вновь вызвал дебаты об использовании слонов в неволе на храмовых праздниках, сообщают местные СМИ. Эксперты и активисты говорят, что стресс, шум и длительное пребывание в толпе могут сделать слонов в неволе опасными. Многие сейчас призывают к ужесточению правил и усилению контроля для обеспечения безопасности как людей, так и животных.